Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, без чего не может обойтись ни одна современная игра с открытым миром. О траве. А выращиванием травы в Unity у нас занимается Terrain и Shader Graph. Скажу сразу, что я не специалист по шейдерам и по Shader Graph в частности. Все, что я об этом знаю, я знаю исключительно из каких-то видеоуроков на YouTube и из общения с чатом GPT. У меня нет компетенции здесь кого-то чему-то учить в этом плане, поэтому я просто покажу, как у меня все это работает, а итоговый шейдер я выложу у себя в Телеграм-канале и, может быть, ВКонтакте. А все ссылки на скачивание оставлю где-то в описании к видео. Ну давайте, погнали! А после этой короткой демонстрации давайте посмотрим, как выглядит Shader Graph и поиграемся с его параметрами. Меж травы у меня состоит из обычных плоскостей квадратных. На сцене он выглядит так. И применен к нему материал с шейдером, который я сделал в Shader Graph специально для этой травы. Граф получился большим и страшным, но пугаться не надо. Все разделено на группы. Я покажу, за что эти группы отвечают и какие параметры у них используются. Для начала посмотрим на группу Wind Noise. Она отвечает за шум от ветра и позволяет траве колыхаться в разные стороны, как бы на ветру. Настроить этот шум мне позволяет два параметра. Это Wind Noise Speed и Wind Noise Intensity. Скорость отвечает за скорость изменения положения травы, а интенсивность за то, как сильно она будет дергаться. Можно поиграться с параметром скорости и выбрать оптимальный для игры значения. Ну и интенсивность также можно менять, но аккуратно, потому что при слишком больших значениях трава будет улетать слишком далеко. Следующая группа в графе называется Wind Waves, и она отвечает за волны ветра, которые будут бежать по поверхности травы. Она работает вместе с ветровым шумом и позволяет сделать траву более естественной. Если мы отключим шум, то сможем увидеть только волны. Добавим побольше объектов травы, чтобы можно было четко видеть волну, которая пробегает по ней. Как вы видите, волна синхронизованно пробегает сразу по всем объектам травы, имитируя реальное поведение ветра. Также добавим немножко шума. И трава колышется как настоящая, насколько это возможно. Также за изменение наклона травы отвечает группа Characters Pushing. Благодаря ей мы можем раздвигать траву под ногами у персонажей. Вот как вы можете заметить, персонаж проходит по траве, и она раздвигается вокруг него. Так как этот шейдер применен ко всем материалам травы на этой сцене, это работает везде, где бегает персонаж.
Для реализации такого эффекта я не передаю позиции персонажей в материал напрямую. Вместо этого у меня на сцене есть отдельная камера, которая снимает всю локацию сверху. А под персонажами располагается специальная спрайт-метка. Эти метки попадают на текстуру, которую рисует камера. И уже эту итоговую текстуру с такими точками я передаю в материалы. А уже в материале на уровне шейдера трава определяет свою позицию этих точек и решает, нужно ли ей отклониться в ту или иную сторону. А сама текстура с позициями персонажей выглядит как-то так. Она обновляется в рантайме, и трава своевременно реагирует на позиции всех персонажей. Следующая по списку идет группа Depth. Она отвечает за то, какого цвета трава будет располагающаяся близко к игроку и какого цвета она будет, находясь вдали от игрока. В материале мы можем указать цвет и параметры того, как этот цвет будет меняться в зависимости от расстояния. Чтобы это было наглядно, я выберу контрастные цвета. Пусть вблизи трава будет краснее, а вдали более синий. И играя с различными параметрами, мы можем настроить то, как эти цвета будут заменяться. Также с помощью группы Apply Terrain Color я смешиваю цвет травы с цветом поверхности, на которой эта трава располагается. Это позволяет сделать траву менее выделяющейся на фоне окружения. С помощью данного шейдера я могу настроить различное влияние цвета поверхности на нижнюю часть травы и на верхнюю часть травы. Давайте отключим ветер, чтобы он нам не мешал. И посмотрим, как это работает. Мы можем настроить, как один цвет переходит в другой. И силу, с которой цвет поверхности влияет на цвет травы снизу. Чем меньше, тем сильнее выделяется bottom color у травы, который мы задаем отдельно. Вот сделаем его красным цветом, чтобы он был виден. Вот. Также мы можем указать, как сильно влияет цвет поверхности на верхнюю часть травы. Поверхность локации точно так же снимается отдельной камерой и запекается в отдельную текстуру, которую я передаю в материал. Также с помощью группы Add Shadow трава может принимать на себя тени с окружающих объектов. В этой группе используется кастомная функция, ссылку на которую я оставлю в описании к видео. В настройках теней мы можем указывать цвет тени, который будет падать на траву. Точно так же, похожим образом, у меня сделан материал для листвы деревьев, позволяющий листве колыхаться на ветру, изменять свой цвет на расстоянии. Этот шейдер поддерживает GPU инстансинг. И даже при очень густой траве игра показывает хорошую производительность. Эта сцена у меня сделана исключительно в целях технической демонстрации, чтобы понять, как игра вывозит открытые пространства с большим количеством травы и деревьев. На текущий момент я результатами в принципе доволен. В дальнейших планах у меня поэкспериментировать с экстремально большими локациями, на которых будет размещаться большое количество деревьев, травы, других статических объектов, чтобы понять возможности и ограничения системы, которую я создаю. Что ж, а на этом все. Шейдер я выложу у себя в телеграм-канале. Заходите и скачивайте. А в комментариях можете поделиться тем, как вы реализуете траву в своих играх. Или, может быть, вам понравилось, как реализована трава в какой-то конкретной игре. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, включать колокольчик, залетайте в группу в Телеграме, в сообщество ВКонтакте, я там тоже выкладываю видео. Спасибо за просмотр, до новых встреч!